Друзья мои хорошие, я всех приветствую на своем канале, меня зовут Дмитрий, это канал Добро Е. Тема касается ЕТС Америки, и опять же и не только. Был у меня видос буквально недавно, на той неделе, по отображению положения головы, чтобы через веб-камеру, да, чтобы работало на что-то наподобие Tobii Eyes Tracker. Эта программа платная, Face Track Noir называется, стоит она что-то из серии 350, 330, что-то по-разному курс прыгает. Ну, грубо говоря, 350 рублей покупается через PayPal и все в этом духе. Это одна программа. Сегодня я продолжаю данную тему еще одним приложением, которое позволяет также отслеживать положение головы через вашу веб-камеру. Опять же хочу отметить то, что после первого видоса многие писали: Дим, у меня не работает, Дим, у меня тормозит, Дим, у меня там все резко. Во-первых, я показал настройки, которые ближе подходят к моей веб-камере, а это C920 Logitech. Далее, я сказал о том, что требуется действительно лучшее и сильное освещение в комнате, чтобы ваша вебка меньше FPS-ила и нормально как бы отображала через эту программу. Вот. Что касается еще вопросов в комментариях, были о том, что, Дим, можно использовать на стриме. Понимаете, вопрос в том, что если вы используете вебку на стриме, то вебка работает либо как камера, либо как отображение трекера, да, который, потому что она задействует. Либо так, либо сяк. Чтобы кататься, допустим, там на стримах, если вы стример, с вебкой, вам нужно еще одну вебку. Одна вебка у вас показывает ваше лицо, вторая вебка определяется через программу. Только так, ребята. Естественно, нужна хорошая веб-камера, относительно хорошая веб-камера. Чем лучше, тем хорошо, короче говоря. Собственно, ребята, программа VF Tracker называется данная прога. Вот это покупается она в Steam, она является платной. Как вы видите, здесь уже отображение, да, как парень показывает, на основе какого-то летного сима. Есть демо-версия, вы можете, в принципе, загрузить демку и проверить, как она работает. Я просто не знаю, да, все-таки демо это ограниченная какая-то версия, либо версия на определенное время, да, как бы можете проверить. Вы можете ее купить, стоимость 360 рублей. Эта прога у меня куплена, и давайте сейчас ее запущу. Вот так она появляется, нажимаю я запустить, ну и запускается эта прога под названием VF Trackers. Как-нибудь давайте сейчас куда-нибудь перейду в какое-нибудь место, что ли, вот так вот, да. И будем смотреть на эту программу, ребята. Что из себя представляет программа? Это, по сути, такая же тема, как Face Track Noir, которая позволяет заниматься вот этой вот ахинеей, то есть отображение головы. По умолчанию здесь также камера моя C920 уже прилепилась она сюда. Я также могу нажать настройки, сделать какие-то настройки своей веб-камеры. Ну, как бы она по умолчанию 920 у меня подцепилась. Если у вас 2 и более камер, соответственно, вы можете из списка выбрать другую камеру. Дальше, выходной интерфейс здесь так же, как и в Face Track Noir, прописан как Free Track версии 2.0. Окейно. Вот. Здесь какие-то есть даже настройки припара, да, подключение к припару, это к авиасимулятору, но это как бы нам не важно. Вот, Free Track есть. И здесь профиля. Профиль у меня пока дефолт, то есть один. Давайте сразу создадим профиль и посмотрим, что здесь вообще представляет программа эта. Нажимаю я профиль сюда, и мы создаем новый пустой профиль. Новое имя профиля будет, да также Добро я напишу, да, там маленькими буквами, допустим, Добро. Окей. Вот наш профиль Добро. Он, естественно, сбросился. Выберу я камеру, чтобы она была здесь. И запустим настроечки. Что из себя представляют настройки этой программы? Ну, опять же, те же горячие клавиши, которые мы биндим на своей клавиатуре, либо где-то там, чтобы максимально взаимодействовать, упростить взаимодействие с программой. Естественно, в принципе, здесь особо ничего я трогать не буду. Единственное, центрирование, которое позволяет, когда появитесь, у вас, допустим, камера сбоку где-то будет, да, вы нажимаете на центрирование, назначить, допустим, клавишу, не знаю, вот это пускай будет, плюс у меня это будет. И по нажатию кнопочки, как бы, она у вас отцентрируется в игре, да, там на основе руля, там, либо джойстика, либо чего, да, как бы в игре. Понятненько, то есть. Больше я здесь ничего трогать не буду. Фильтры. Вот здесь. Фильтры отвечают за что? Это мертвые зоны, нижние dead zone, мертвые зоны, то есть, что отвечает dead zone? Когда я голову поворачиваю, допустим, на чуть-чуть в бок,
камера все равно прямо смотрит. Если я dead-зону уменьшу до нуля, то я чуть-чуть поворачиваю голову, камера сразу за мной фиксируется. То есть, сами понимаете, то есть отвечает за мертвую зону. Вот это smoothing 60 и вот эти настройки по позициям, да, ротация яв, pitch and roll, это лево-право, лево-право, вверх-вниз и наклоны в стороны. Как-то так. Нижняя часть, это позиция, по-моему, по вперед-назад, что-то типа того. Это надо сейчас смотреть, сейчас посмотрим, ребят. И также здесь, то есть, чем больше процент, самый максимум, тем камера будет плавнее поворачивать. То есть, заторможена такая, знаете. Чем меньше, тем она будет шустрее вертеться, как бы, резкость. Надеюсь, понятно. Выходной интерфейс, ничего я здесь не трогаю. Здесь можно инвертировать, пока я ничего здесь не буду делать. Возможно, какие-то оси я отключу. Относительный сдвиг тоже здесь ничего не трогаю. И захват игры. Вот эту тему я хер его знает, если честно, ребят. Я тут пытался, пробовал, да, вот создавал я тоже. Она и без захвата вот этого работает. То есть в чем фишка? Мы нажимаем вот сюда, вот тут. Открывается окно, где мы ищем путь до нашего приложения, допустим, там. ETS или Америка, ну давайте сейчас, допустим, вот Америку или там ETS, да, это у меня локальный диск C, господи, где это все, где это, подождите, где это, я уже забыл, мне столько жестких. Вот Steam Apps, допустим, Common ETS, BIN, X64, Eurotrack, вот я нажимаю, добавляется ETS, добро, как бы вот, ну пускай. Как бы так это вы, вот. И тут включить типа захват игр, ну наверное, как-то это, наверное, работает. Нажимаю я. Прежде чем мы с вами будем дальше заниматься этой ахинеей и проверять этот трекер, давайте я все-таки сейчас, наверное, мне придется отключить опять же вебку. Вы будете меня слышать, но не будете меня видеть, потому что либо камера, либо приложение, сами понимаете. Деактивировать. Вы сейчас слышите, ребята, меня? Мой голос сексуальный, да? Красотульчик. Вот. И смотрите, я прям сейчас прям сразу запустить работу трекера. Должен я появиться, наверное. О, я появился, ребят, смотрите. Я красивый. Камера у меня зеркалит, но по идее сейчас... О, все, завертелась, она прогрузилась. Понятно, что есть какая-то вот ахинея с камерой, но в принципе это все дело тормозит, но работает. Смотрите, по данным, яв это лево. Чем вы смотрите по большим значениям, яв это, вот видите, 23, это повернулся сейчас влево. Это повернулся вправо. Pitch это вверх-вниз. Roll это наклоны. Приближать вперед это ось Z у нас. Это ось Z. Прям сразу в настройки я сейчас зайду. Я отключу настройку Z, как отключена. Нажму ОК. И что у нас там на наклон? И наклон у нас roll. Я тоже эту функцию ролла отключу, она мне не нужна. Давайте теперь посмотрим по кривым. Заходим в кривые, и что мы с вами здесь видим? Я сейчас начну головой поворачивать. Лево-право. И у нас вот такая канитель происходит. Это, скорее всего, очень резкое. Поэтому вот сюда вот я сейчас возьму вот за эту штучку. И, наверное, сделаю как-то, что ли, вот так. Не знаю, как это будет выглядеть. Ну, наверное, еще одну вот как-то вот так, да, чтобы пошустрее было. Допустим, pitch у нас отвечает на вверх-вниз. Тоже я, наверное, вниз сразу уберу. Я прямо сейчас вам настройки, ребята, настройки вам показываю, да. Вот это примерно вот так будет выглядеть, чтобы не сильно быстро она у меня головой вертелась. Roll мы отключили с вами. Кстати, pitch здесь надо на 180 поставить. И яв у меня стоит 180. XYZ я ставлю по умолчанию, ничего не буду делать. Вот настройки на скорую руку, ребят, сейчас были в данный момент. Надеюсь, настройки... Я скину в профиль «Добро едет», вы его закинете, и все будет хорошо. Ну, в принципе, да. Значит, я сейчас останавливаю. Зайду в профиль, видите, открыть каталог с профилями. Вот профиль Добро. То есть, вот по этому профилю вы зайдете, и мой профилек, вот этот, который я более-менее сейчас попытаюсь настроить на аналог Тобика, я закину, ну, закиньте сюда. Надеюсь, понятно. То есть, нажимаете профиль, открыть каталог, закидываете профиль мой Добро, и в настройках здесь подключайте Добро, и все будет хорошо. Давайте проверять теперь в игре, как это все дело работает.
Залетаем в игру. Друзья мои дорогие, вы меня опять же не видите, но слышите. Я зашел в игру, вот он ETS, на основе ETS сейчас проверяем. Захожу в настройки устройства. Тоби трекер я отключил, у меня все вообще он даже не активен, потому что у меня его, видите, устройство не найдено, выключен у меня он из USB. Давайте теперь попробуем по программе, короче, определить, как же все это получается. Захожу я вот в эту программу, вот вы ее сейчас видите, нажимаю «Запустить». Появляюсь я. Сейчас, по идее, вот, у меня башка начала крутиться. Здесь уже нету такого отображения, как это было с Face Track Noir, где я все-таки на фоне игры показывал, да. Я все-таки сейчас просто будет игра, как бы, да, и я буду внутри вертеть башкой, как бы. Сворачиваю игру. Что получается, ребят? Сейчас хиленькие повороты головы. Камера, в принципе, ну... Не знаю, по настройкам, хотя на положение она определяет. Но надо опять сейчас настраивать кривые, все эти кривые. Я сейчас подниму их вот так. Давайте, нет, альтернативы я не буду. Ну-ка, сейчас. Ну, давайте вот так вот попробую. Pitch вот так и оставим. Roll. Я вниз вообще, хоть у меня он и отключен, но все равно. X, Y, Z, ничего не буду менять. Давайте попробуем вот так сейчас. Во! Голова начала поворачиваться уже более шустрее из-за изменений кривых. Я уже головой поворачиваю. Сейчас заведу, допустим, машину. Хотя очень резво, ребята. Нужно чуть-чуть... поплавнее, что ли, сделать. Хотя голова вертится. С внешней камеры, естественно, все мышкой прекрасно работает. Снутри все-таки... Да нет, кстати, достаточно комфортно. Я сейчас сижу выше-ниже, видите, он прыгает. Но настройки, конечно, немножечко рисковатые по отношению не к Тоби трекеру, а к Face Track Noir. Ну, хотя, в принципе, уже эти настройки более-менее комфортны. Давайте еще раз пока нажму Escape и зайдем еще раз быстренько в настройки. И меня интересуют фильтры. Фильтры мертвой зоны я сделаю на 0.1 и здесь, и здесь. А сморф я, наверное, поставлю где-то на... Все-таки на 70 давайте я сейчас вот так вот сделаю. То есть чуть-чуть поплавнее, что ли, в замедленном, да, действии каком-то. Так. Вот, стало поплавнее, но надо еще, естественно, регулировать. Но уже голова крутится как надо, ребята. Примерно. Все, естественно, делается под свой монитор. Не под свой монитор, под свою камеру, естественно, вебку. У всех вебки разные, разный FPS у вебки, освещение также. Так как у меня еще стрим как бы комната, у меня освещения, ну, очень много. Поэтому мне в принципе, как бы освещения, как бы, ну, достаточно. Вот так-то, ребят, выглядит. В принципе, видите, я сейчас двигаюсь влево-вправо на сидлушке на своей, и у нас камера как бы уходит от руля. Ну, вот это вот как-то вот так, друзья, что ли, выглядит. Смотрите, я сейчас головой полностью поворачиваю. Блин. Хотя, можно, знаете, что сейчас сделать? Даже попробовать... ну, не получится, наверное, OBS-ом это захватить. Скорее всего. Наверное, OBS не получится это захватить как отдельное окно, его как-то поверх сделать. Ну, ребят, собственно, это вот так вот выглядит. То есть, сами понимаете, я сейчас в игре именно определялся вот по своей голове. Вот сейчас я сделал более плавно, видите, лево-право голова поворачивается, вверх-вниз тоже достаточно плавненько. Вот. По наклонам я их специально отключил, потому что я их и в тобике тоже как бы не использую. Да, и здесь тоже как бы смысла нету. Приближение вот это вот, оно как бы есть, даже можно вот Y также отключить, чтобы не приближался. Вот давайте проверим. Я сейчас Y, ось Y тоже отключу, нажму ОК. Прям все в программе, не выключая ее, ребят. И давайте в игре. Вот, все, я теперь не могу приближаться. И я думаю, что так, наверное, будет достаточно даже еще комфортнее, чем если бы я сейчас бы ехал бы, ну, с приближением, да, камера бы туда-сюда. Хотя динамический вот этот диапазон, как в Тоби трекере, в принципе, тоже имеет место быть. Но на любителя. Все-таки рисковато. Рисковата программа, рисковаты настройки. Надо крутить поболее, что ли, плавненько, да. Давайте еще, пока мы здесь с вами, да, чтобы вы увидели. Вот видите отображение лево-право сейчас у меня. Вот как бы показать вам сейчас по программе. Вот лево-право, да, вот видите, как идет шкала. Все-таки ее надо чуть-чуть, наверное, вниз.
Естественно, вот эта тема отвечает плюс еще за сам поворот, как бы, что, ну, наверное, вот так вот. За поворот, то есть, насколько ваша голова будет поворачивать. Если я сейчас сделаю вообще низко, то я вообще с места не сдвинусь. Чем больше, то голова поворачивается, ну, охереть куда. Проверяем. Нажимаю в путь. Ну, вот, да, вот как-то, что ли, вот так вот. Но, опять же, голову высунуть я прям так не могу. Хотя отображение по камере, в принципе, ну, да, влево-вправо, вверх-вниз, более-менее уже стало покомфортнее. Что-то ближе, опять же, к Тобику. Вот. Ну, вот как бы вот ребята вот такие вот делают. Я сейчас полностью поворачиваю головой. Ребят, надеюсь, я более-менее вам подсказал по этой программе под названием VF Trackers, которая покупается в Steam. Какую программу выбирать, Fast Track Noir и либо VF Trackers, дело ваше. Хочу отметить, что все-таки по настройкам, наверное, Fast Track Noir будет получше и поплавнее, чем эта программа. Но каждый выбирает для себя. Возможно, и ее, естественно, можно настроить плавно. В принципе, одни и те же кривые, одни и те же настройки. И, в принципе, интерфейс программы идентичен. Ну, все это платное, но как бы вот такие вот дела, ребята, по поводу отображения данной темы. Надеюсь, понравится вам видео. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Значит, свой сохраненный профилечек я также закину, чтобы вы могли скачать и от него прыгать, да, уже как бы по своим настройкам. Такие дела, ребята. Увидимся. Пока. Удачи.